трансляцию компании Sony. Знаете, что гадство? Мне заблокировали прямые трансляции на YouTube сейчас. Объясняю почему. Потому что на трансляции Ubisoft играла музыка, которая была авторства там Ubisoft, и они заблокировали мой контент. Да слушайте, что за херня-то вообще такая? Так, я тебя включу, теперь можно включить рабочий, да? Из-за каких-то там Sonic, получается, мне, возможно, заблокировали прямые трансляции на 3 месяца на YouTube. Поэтому туда, возможно, будут выкладываться только вот... скажите мне, будет выкладываться только видео записи с этого... с Твича, видеозаписи так, которые сохранял, извиняюсь, чуть немножко затупил. Угу. Так, смотрим, что у меня тут. Твич на телефоне тупит жестко. Сделаем чуть потише сейчас. Ubisoft не понравилось, но YouTube, падла, конечно, поступил. Я поставил там все убрать, всю эту музыку удалить, все. Надеюсь, что там они увидят, что у меня все это заблокировано и никакой музыки дополнительной там не будет, типа, и мне вернут обратно прямые трансляции. Ну, посмотрим, как-нибудь переживем мы сами это. На данный момент я тогда, значит, перехожу сейчас на Твичок. И сейчас, секундочку, одну я кое-что посмотрю, если вы не против, как это все идет. Идет все нормально. Отлично. Ну, что сказать, надеюсь, запись не будет весить очень-очень много. Да, с Ubisoft меня, конечно, подкололи. Чего уж тут говорить. Я бы сказал, даже очень немного меня подкололи из-за этого. Но я надеюсь, все будет нормально у нас с вами. Надеюсь, что будет все потихонечку, как-нибудь разрулим эту ситуевину. Так, сейчас я вот немножко подвину сюда. Должно на YouTube все быть нормально. Точнее, на Твиче сейчас должно быть все нормально. Прямые трансляции временно заблокированы. Ужас, кошмар. Как так-то? Зачем? Почему? Надо написать всем то, что на данный момент все будет идти на Твиче. Это кошмар. Причем не было страйка никакого. У меня нету страйков, ни одного нету страйка. Я все жалобы удаляю, все без проблем. Так, этого ждали. На самом деле я ждал этого целый год. Трансляция начнется буквально через 20 минут. Еще на секундочку я кое-что сделаю сейчас. Извиняюсь за то, что приходится постоянно видеть ОБС-ку, все остальное.
Темпер меня ретранслирует. Спасибо ему. Так, как написать в ленту канала? Вот, ну просто это гадство, ребят. Сейчас из-за музыки в трейлере Division. Ну, думаю, будет нормально все, когда этот момент пойдет там. Сейчас вот прямо в прямом эфире пишу. Опубликовали. Народ, это вот такая фигня, понимаете? Чё ж тут поделаешь? Еще меня вот это раздражает фигня, то что я не могу. Почему на ютубе у меня так получается? Чат, статистика смотрит. Так, давай откройся, ну загружайся. Почему на Твиче не работает эта фигня? Типа видео не прогружается нифига. Ну все, народ, вроде бы все должно быть нормально. Мы возвращаемся к нашим баранам. Я открываю эту фигню. И мы сами смотрим. Ладно, здесь Ubisoft не виноваты, здесь что-то YouTube затроил. Посмотрим, как будет. Crash Bandicoot пишут людишки тут. Чат открытый у них тут. Денис, привет, Денис, ты не представляешь, что случилось. Денис, не знаешь, что случилось, я написал там в ленте канала, где должно было высветиться. Значит, там играла музыка в трейлере Дивизиона 2, защищенная авторским правом, причем защищенная Ubisoft. Типа Ubisoft права имел на эту музыку. И мне остановили трансляцию в конце. Более того, мне запретили прямые трансляции на ютубе. Максимум 3 месяца там написано. Но типа в отношении меня ничего не написано. Ни одного страйка, ни одного нарушения авторских прав. То, что там было заблокировано, я сейчас удаляю это. Сейчас оно отрендерится. Посмотрим, как будет это выглядеть после рендера. Может быть, они откроют прямые трансляции для ютуба. Так что пока что прямые трансляции, пока вся эта херня не уляжется, будет
Тупо будет все на Твиче. А на YouTube будет выкладываться запись. Запись это тоже выложится на YouTube. Немножко отредактированное, конечно, но тоже вылезет на YouTube. Ладно, осталось у нас примерно 15 минут до начала PlayStation. Чё мы ждем от PlayStation, да? Что мы ждем таки от PlayStation? Last of Us, вторая часть. Я думал, еще God of War может быть новенький. Отскочит. Может, они разрабатывали его. Тоже. Что еще? Devil May Cry. Ubisoft еще анонсировали новое дополнение для For Honor. Martian War. И с сегодняшнего дня идет неделя бесплатной игры For Honor. Надо качать его в реплей. Жепень до педю какая-то получается, не знаю. Будем стараться разбираться в этой ситуации. И апелляцию нельзя подать. Кому подать апелляцию? Ubisoft? Да нет, это надо администратор Ютуба. Говнюк зашел в какой-то веке посмотреть. Ну ничего. Будем выкладывать, значит, эти видосики просто как в старые добрые времена. Ничего не изменится. Я не помню, по-моему, ничего не говорили. По-моему, насчет бесплатно или не бесплатно. Я знаю, что оно выйдет не сейчас. Я знаю, что оно выйдет попозже. Там, значит, добавят каких-то рыцарей. Имею в виду рыцарей. То ли из Иерусалима или откуда там. И добавят еще монголов. Я так понял, монгол там один будет мужик с палкой, короче, какой-то лысый, типа короля мартышек. Потом будет баба какая-то быстрая с кинжалами резать всех. Главный какой-то там среди них мужик с мечом таким нехреновым. И еще старикан с копьем будет. А еще новый режим там добавят, какой-то бридж или что там, типа того, что там называется. Ну там то ли осада будет. Хрен его знает. Вот так вот. Тут люди вообще пишут в чате, короче, о том, что сейчас анонсируют God of War Battle Royale. Потом Spyro Battle Royale, Crash Bandicoot Battle Royale. Кошмар. Скажи, пожалуйста, как там звук? Нормально все? Надо ли что-то делать громче, что-то сделать тише? Пока еще не началась. Ну-ка, секундочку, еще кое-что проверить надо. Угу. Чуть тише музыку сделать, да? Без проблем, сейчас сделаем. Так пойдет или нет? Или еще тише сделать? Еще чуть-чуть может тише сделать. Вот так вот, наверное, нет? Или громче делать? Не знаю.
Пойдет, окей. Не, почему на приложение Twitch на телефон не может нормально показывать видео? Тупит вообще жестко. Выполнено отключение чата. Что за бред? На телефоне вообще писец происходит какой-то. Чё он мне в чат не заходит теперь с телефона? Ну давай, давай, добро пожаловать в чат. Ну чат загрузился, окей. Типа если загружается чат, то не загружается видео, да? Если загружается видео, не загружается чат. Так это называется? Ну что за нахрен? Ой. А напиши что-нибудь в чат. Сейчас посмотрим, чат работает или нет. Написано то, что чат отключен, что-то на телефоне. Может это приложение тупит, на самом деле все нормально, я не знаю. Ну, уже как, наверное, лет 6, если не больше. Sony, презентация Sony лучшая на E3. Несколько лет уже. Даже больше, чем это. По-моему, с момента появления Sony PlayStation 3 нет, было пару лет, когда они обосрались. Это когда было PlayStation Vita. Все нормально. А написано отключено. А появляется сообщение. Отлично. Короче, было пару лет, когда Sony обосрались. А именно, когда они выпустили PS Vita и PSP, вначале PSP, потом PS Vita, и закидывали людей вот этой херней. Для меня E3 это нечто что-то новое, что-то мощное, понимаете? Типа вот прям вообще. Не так просто какие-то там мобилочки, хренилочки, как я показали. Новый Command & Conquer для мобилки. А реально что-то новое. Как изображение? Нормально? Я поставил 4К. Битрейт. Вроде не должно быть сильно зернистости. То я не вижу на PlayStation, на Twitch не захочу, не заходит через PlayStation. Как ни старайся. На телефоне видео нету нифига, есть только чат. Окей, спасибо. Ну что, остается меньше 8 минут, 7 с лишним минут до начала. Да, если вы хотите, пишите сразу, короче. Если ты хочешь там, ну, не знаю, кто там еще на стриме. Будет есть. Название игры видим, сразу же пишем.
Если там вы думаете, какая игра, можете типа предположить, вот сейчас будет такая-то игра. А потом, я жду, если честно, блин, Resident Evil 2 ремейка. Хотя бы трейлер этого, понимаете, подтверждение того, что они действительно делают Resident Evil 2. Red Dead Redemption 2 посмотреть тоже хотелось бы. Он вроде должен выйти осенью. Так, что еще? Ну, Last of Us 2 можно, конечно, посмотреть, но типа классная игруха, да, но нет такого вот прям огня в ожидании, как, например, от Resident Evil 2. Может быть, покажут они геймплей Battlefield 5, нет? Кстати, многие я уже посмотрел, оказывается, многим не понравился Division 2 геймплей, который показали, потому что говорят, что типа в Дивизионе до сих пор стрельба как будто типа пластиковыми пульками. Стреляешь, стреляешь, нифига не убиваешь, такая фигня. Не знаю, вроде просто это все сделано, потому что это ММОшка. Там типа надо уровень качать, чтобы кого-то убивать помощнее. Вот только ради этого сделано, я так понимаю, это фигня. Но мне нормально, я с этим не парюсь, наоборот. Типа броня там у него может быть так, такого плана. А может и полностью перейдем с вами стримы на Twitch перенесем, а на YouTube будем чисто выкладывать видосики. Как вам такой вариант, если? А потом просто, если что, буду качать, перекидывать записи стримов, которые нужны. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто-то меня вспомнил в этот момент. Что, YouTube вспомнил меня в этот момент, да? Собака. Да дело-то мое, но что? Ну просто, как бы у меня есть аудитория и на Ютубе же своя, и на Твиче, поэтому не знаю, не знаю. Ну, начнется или нет? Сейчас еще вот из-за этой музыки заблокируют тоже. Я буду вообще в ужасе. Играет музыка и играет. Многие сидят тоже смотрят, ждут это. 4 минуты осталось. Там кто-то написал в чате сейчас на этом, ну, PlayStation, типа написал. Типа это у меня кабель шерит. Забейте это мелочи. Как же долго, да? Все, пошло что-то. Отлично. Смотрим. PlayStation. И сейчас я сделаю погромче уже. Ребятки, погромче сделаю звучок.
Так, и что это? Что это такое? Какие-то банан сидит. Еще. Новый Little Big Planet или нет? Что это такое-то? Господи. А, это типа они так настраиваются, что ли? Media Showcase will begin shortly. Окей. Долбани ты этого приседуна. Прикольные джиглипуфы, блин. Но это все равно выпады делает свои фиговые. Какая-то девчонка сидит. Банан, там мужик на заднем плане сидит. Ну, народ. Давайте, начинайте, ну. Ой. Все, убежал Джиглипуф этот вот с выпадами. Можешь сделать все-таки погромче, нет? Нормально слышно вот эту музыку на фоне моего голоса? Етишь твою. Прикиньте, еще анонсируют PlayStation 5. На самом деле говорили еще до презентации Microsoft, то что возможно они анонсируют новый Xbox какой-то, но ничего не было. Еще поколение это держится консолей. Окей. Сделал погромче. Все, пошло. Пожалуйста, встречайте какого-то Шона. Окей. Всем привет. Добрый вечер всем. И добро пожаловать. И спасибо за то, что потратили время сегодня ночью, чтобы прийти в эту церковь. Чё? Мы очень рады видеть вас сегодня ночью здесь. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman, it doesn't end that way. It doesn't end that way. So, but no, again, thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell, and Они какую-то здесь хотят презентацию, показывая трейлеры и ну, миксы вот трейлеров, да, получается, рассказав какую-то историю, что ли. Они хотят сегодня, чтобы мы все погрузились в какое-то путешествие. И покажет нам игры, которые будут в этом году и в будущем. It's a gaming industry, it's sometimes called, but certainly inside our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do. It's what we have to do. Our teams of creatives and Я что-то потерял нить, о чем он говорит, о том, что чем занимается их компания. Они ищут новых
This coming year is Разработчиков, going to что be ли? all about those kind of games that we can deliver to New you Vacation in a way that's going calling. to blow your minds. And tonight, we're beginning here in this tent, this church tent we've created here in Los Angeles to let you start that journey with us and let us tell you our stories for the next hour or so. Дайте So, нам without рассказать further наши ado, истории it is my следующие great 1,5 honor часа. and my unique privilege to invite to the stage, introduce to you Gustavo Santorea. Да, я теперь приглашу Густава Санторио. Большое там почтение, и приглашу сюда Густава Санторио. Кто такой? Такс. Сейчас будет балалыть. Хорошо, давай. Густав Санторио, давай, давай. Послушаем. Красивая мелодия. Нам как это, знаете, Дикий Запад напоминает, нет? Может быть, нам сейчас покажут Red Dead Redemption сразу. Прикиньте, сейчас начнет играть музыку Silent Hill. Я вообще балдею. Не, круто сыграл. Круто, мне понравилось. Люблю такую фигню. Итак, все, давайте, поехали, запускайте уже. Так, все, пошел трейлер. Last of Us 2. Компания на тебя. Last of Us 2. Наверное. Ну а что еще Naughty Dog делали? I hate these things. Tell me about it. Your old man really laid into me today. What happened? Another big lecture about my patrols. Don't go here, don't go there.
It's funny how involved he gets whenever your schedule go out. Yeah. She's putting on quite the show. I give you guys 2 weeks until we're back together. Not gonna happen. She say something, dude? Make it 1 week. Ellie! Hey! Да, я хотел бы узнать, может быть, вам пытаться перевести то, что они говорят, если не поймете. Jesse. Hey, don't forget we leave at first light, so get some rest. Yes, sir. Such a dick. Come on. Why don't you start with me? Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh, okay. Oh, how about that? Gross. You. Ух ты, идти что и за ногу. Да, детка. Ебой. Однополая любовь и сразу же мясо. И сразу геймплей. Так. Ну что заценить? Гиперграфония? Тут и так гиперграфония. Взаимодействие с окружающей средой, класс. Немножко напоминает чем-то Tomb Raider. Ну просто потому что Tomb Raider раньше показали нам вот всю эту фигню. Ну так-то прикольненько, нет? И это геймплей, я так понимаю, это ж не заставка, графика просто потрясающая. Да. Просто взял и кишки вырвал. Spread out. Так. Должны ж, наверное, показать набег зомбарей и этих щелкунов. Посмотрите, как рука лежит на машине. Прям действительно тщательненько. Хорошо.
А чё, типа не слышно, как она прыгнула? Урод ходит с мачетом, вспорол брюхо мужику. Кишки выпустил банда. Заскриптованная драка, интересно, или ворота будут так выглядеть? Матица. Вот интересно, это моменты заскриптованные или нет? Wolf, she came through here. Damn it. Double back. Go. Кто-нибудь, что за однополая любовь была в начале? Класс. Кажется, это была заскриптованная тема. Нажми квадратик, ты чё? Вот так. Всего 3 патрона. Хорошо, отлично. Так, что, раны остаются на ней, нет? Оу. Дробины стреляет. Ну понятно, что ты здесь. Ага, вытащила. Че, сейчас щелкуны нападут, нет? Можно протискиваться, понятно. Она быстро делает взрывную бомбу. Взрывной снаряд. Ну. Жесть. Все попало, девочка. Нет? Хорош. 4 стрелы сразу. И по башке молотком. Как ты выжила еще? Но это, мне кажется, заскриптовано уже. Самопожертвование для него. See, I told you.
Господи. The Last of Us. Part 2. Как я говорил, вторая часть Last of Us. Компании Naughty Dog. Naughty Dog. Это было прикольно. Так, что теперь? PlayStation. Тут. PlayStation. That was a new look at The Last of Us Part 2. Это был новый взгляд на Last of Us, часть вторую. На E3 шоукейс. Мы двигаемся дальше, следующая часть нашего опыта, опять опыта. Ой, это этот Дима из КВН, поняли, из Питера. Шучу. У того нету бороды. Наверное, волосы не растут. For joining us about Worldwide Studios, then the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on Не stage. пойму, они How did you будут get нас up here so перекидывать fast? сюда, что ли? Не пойму. Tube that I was dropped into and shot right across to the studio here. Right over here. Well, it's good to have you here. Well, it's great to be here, and I think that was a very powerful start for our E3 program for this year. Я рад быть здесь после такого мощного начала. Just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your perspective, where is their head at when it comes to developing this game? Так, что вам рассказать-то? Они спросили, где же глава этой Naughty Dog. And I think what we saw tonight, I mean, that piece of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops over at Naughty Dog, and they're going to have a very broad and ranging game that's not going to make you only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person what you're coming up against. And I can't wait to see more of that. And that was first gameplay we saw there of The Last of Us Part 2, looking obviously incredible. And speaking of incredible, Сколько игр, скажи, ты покажешь I mean, it's нам. just been unbelievable. Horizon, you had God of War, which needs no introduction, and Detroit Become Human. I mean, what is the secret? Как там, What are you Horizon, doing Zero over there at Worldwide Dawn, Studios? What's going on there? God of War, что теперь типа со студией происходит? Что мы видим? Right. In a lot of ways, my job is just to move the boulders out of the road to make sure that creative talent can get where they need Моя to go. работа заключается лишь типа просто как метафорически говорить, двигать это все через дорогу. Advice about where we can take this as an industry and as a gaming culture. But honestly, we've got 13 studios worldwide. We try to give them as much creative control as possible and just help support them through to their vision. Мы даем разработчикам максимально типа их фантазии разгуляться, я так переведу это. You're seeing a lot of that coming into play right now. That's great to hear that. And, you know, I mean, speaking about making fans happy, I mean, I think there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do with God of War. You know, this is a celebrated game. It's sold extremely well. It has a huge legion of fans. And one of the things I wanted to mention was, you know, I get a lot of tweets about New Game Plus. You know, is this something that you and Santa Monica Studio are? Только не говорите, что они сделают New Game Plus и все. With the advent of social media, we get a lot of real-time feedback from the fans and the community, and we listen to that. And God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we could talk about here or not talk about at all. But it's all important. We take it all seriously. And New Game Plus is something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop. And I'm happy to say Да, они говорят о том, что в God of War добавили New Game Plus, который будет намного сложнее, намного хардкорнее для тех, кто реально задротит. That makes me very happy. I will somehow find more time. But okay. I will find time to. He wasn't watching. Okay, thank God. I want to confirm that. Kids don't try this at home. Asleep. But yeah, thank you so much, Sean, and it's great to hear that you and the. Да хорош болтать ты, как его зовут? Дмитрий Хрусталев, хорош болтать, давай показывай, что там. Или говорите что-нибудь по делу. А то они друг друга поблагодарили. Спасибо, что пришли, спасибо, что меня спросили. We have a lot more to talk about too. Yeah, and actually, Sean, I wanted to ask you about that. About a month ago, you did something a little bit out of the ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the 4 main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process PlayStation Showcase, давай показывай. We try to let the stories we have to tell design the experience we're going to create. Мы типа хотим показать какую-то небольшую историю, для этого сделали такой дизайн, шатра в виде церкви.
and get them to see a bit more about the stories they're trying to tell and the way it's going to be expressed and what they get out of it. It's a really wide range of titles there, anything from The Last of Us 2, which you saw right now, through Death Stranding and Spider-Man and Ghost. So Спайдермена покажут this year, I want people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea скажут, come out, может быть, or когда он some уже big выйдет, surprise come блин. out. Come here and sit with us and walk with Это us типа as we get супер-мега through to see проект the PlayStation, background Spider-Man, stories and типа deep inside PlayStation of и the Sony. game. Wonderful. And we do have a lot more coming from those Robot Studios games in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Well, they're all fabulous, and I think the teams are really crushing it right across the board. Как они But задолбали one thing I болтать, would say честно is, сказать. there's one of the games Дмитрий that we're having out today that will Хрусталев, be playable in 3 months. какой-то бородатый And чувак, available in stores, and that's our у favorite web которого slinger, рот не of course, закрывается. Spider-Man. So we're going to see a lot of that tonight. And I Понятно, think, что это the глава folks at как home should бы be happy Sony with what they're gonna PlayStation get. Awesome. Entertainment. Thank you, Sean. Sean, thank you so much for dropping by. Always a Спасибо, pleasure это to был trade блог notes with the chairman of PlayStation, Worldwide спасибо за то, Studios. что ты нам Great to что-то see you guys. I'll head рассказал, back to the pneumatic спасибо, tube что station. отвлекли Please наших do. зрителей And wear the от helmet. We do шоу-кейса. have a lot more in store coming up in just a few minutes as the E3 showcase continues. Продолжим But in the через пару meantime, минут. we also have some other updates for you while Это we как wait так? during this short intermission. So I say we kick it off with a look at the latest from the world of Call of Duty. Call of Duty, да, новый покажут нам. Отлично, смотрим новый Call of Duty. Black Ops. Джунгли. Карта джунглей, да, переделанная. Сами база, что ли, какая-то военная, да? Ну, для тех, кто постоянно играет в Call of Duty, наверное, это знакомые карты. Я как бы в Call of Duty не особо рублю. Больше по батле. По батле. Сламс. Firing Range. Ну, это тренировочный лагерь, хорошо. Get immediate access to Back Black in Maps Black and Call Maps. of Duty Black Ops 3 only when you pre-order Call of Duty Black Ops 4 from PlayStation Store. Теперь доступно для Call of Duty Black Ops 3, доступно на PlayStation, скачать эти карточки. Не знаю, за денежки, скорее всего, за денежки. Опять базарят. Ох, видите, они поменяли одного волосатого бородатого чувака на двух. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here, and when it comes to Call of Duty, Только we что он know that сказал, a что bunch он of отправит нас remastered maps from Black на Ops 1 and Black полуторачасовое Ops 2 are making their way to Call of Duty путешествие, Black Ops какую-то 4 историю, this которую October расскажет нам. launch day. А теперь они But what we базарят. just learned here Они is that снова those maps, those базарят. classic maps, are coming to Black Ops. Вы понимаете, они For базарят. those who pre-order Black Ops 4 on PlayStation Вы Store. посмотрели предыдущий беседу Square Enix. Square Enix дерьмо можно выкинуть. Что еще мы посмотрели с вами сегодня или вчера? Вы должны были понять, что базарить не надо. Yes. That's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3 Бонус. because not only do we get to Bесплатная share игра. awesome news with Call of our Duty Black Ops audience, 3. but PlayStation Доступно Plus будет сегодня subscribers get a ночью. little treat. Ну, у них там treat. ночью. Little mid E3 supply drop for Yeah, you there. perfect. Типа при been sharing a lot of good предзаказе, news. We что ли, got to Call of share Duty Black Ops 4 вы really получите cool Black Ops 3. announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big Тетя, showcase. тетя какая она такая. That's Смотрите right. на We мои had белые the countdown зубки. to E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. Неужели мы возвращаемся обратно? Спасибо. Countdown to E3 2017. PlayStation VR, да? Tetris эффект, етишь твою заново. Во, я забыл название этой игры, это классная игра. Days Gone, вот называется. Прикольная игрушенька. Ваш разум в поисках правды. Близнец зеркало. Это, короче, все сейчас показывают трейлеры игр для PlayStation VR.
Поэтому типа графика не особо. Really, who are you? Призрачный гигант. Это что еще такое рубить? Ну так, то размять ручки. Beat Saber. Окей. Все. Welcome back. We're just a Да few иди minutes ты в away жопу, from the волосатый ты, а? PlayStation showcase. I mean, when I say a few minutes, I mean we're really. So let's keep moving here. There was a lot of great stuff here. Oh, То есть там люди сидели, смотрели что-то, получается, что ли? People are about ready to go. This show's about to continue, about to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Yeah. Yeah, let's squeeze it in. Let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community. Так, следующая франшиза. Сейчас они рассказывают о следующей игре. Incredible stat. Yeah, they play billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that so much. a lot. They do. And we're going to take a first look at the next chapter right now. Что-то со звуком произошло, это у них там. Что это такое? Трансформеры? Нет. Ребятки, это этот, как его, недавно выходила почти игра. Не понимаю, что со звуком у них произошло. Скажите мне, как называется, где там бегают, они стреляют во всех. Мэдисон, наверное, сейчас, если смотрит, это писается в кипяток. А если попробовать, короче, сделать это? Я извиняюсь, я качество поменял. Не меняет, как бы это у них проблема. Прошу прощения. Косячите, ребята, косячите. Новое дополнение какое-то выпускают они, а? Destiny 2, да, вот новое, Forsaken. 4 сентября выходит DLC-шка. Destiny, это я забыл. That was a powerful new look at Destiny 2. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. Иди в задницу, ты, Патло, сломал трансляцию. Not too bad. Может быть, что, время увеличилось, скорость? Да нет. That's right. We are really seconds away when it comes down to it from the rest of PlayStation's E3 showcase. Thank you so much for watching. We've got a lot more in store tonight. But for now, I think it's almost time. I think it's almost time. Should we get to it? I think why keep people waiting? Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. Что аудио, что со звуком, там люди просто в ужасе от того, что происходит там в чате, просто пиздец. Я извиняюсь за свой французский, но так это назвать. Класс играет вообще. Что они так со звуком-то у них сделали, блин? Как это можно вообще такую музыку обосрать так звуком? Вы слышите, да, немножко похрустывание звука еще идет. Фикс аудио пишет.
Да, он отыграл, я уверен, круто, но мы ни хрена крутого не услышали из-за того, что они вот так вот аудио порезали. Что у них там случилось? Поправьте, блин. Ой-ой-ой. Чё-то не то. Еще один эксклюзив, по ходу дела, соневский. Пишет Деспасито 2. Выглядит красиво, только из-за звука ужас просто происходит. Может быть, новая анимуша вообще это? И игра сразу. Mongol Invasion. День 9. Вторжение монголов. 9-й день. День 9, короче. Вторжение Монголии. Монголов, говорю. Хитиш. Но выглядит очень красиво. Если звук не изменится, это будет фиаско, братан. Грэсленд, я не знаю, это какие-то рисовые поля или пшеничные поля, Асуна. Come. Выглядит пока очень красиво. Да, скорее всего, Xbox такого не потянет. Я бы тоже сейчас написал аудио, да, не могу повернуть никак. Ну, беги. Ну и действительно ведь красиво, нет? Цените момент. Ну вот это монгольские войны. Войны. Ништяк. Наверное, есть какой-то момент, типа, да, вот успеваешь, и типа он один удар делает, убивается на удар, надо как-то подлавливать. Угу. Руку рубанул ему, класс. Да, кровь есть, это очень не хватает в Assassin's Creed. Опа. Девушка луч... Не, да, женщина-лучница. You're late. You're impatient. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. You think the monk's a hero? We need him, Masako. Уровень графики, наверное, как God of War, я так скажу. Может быть, даже чуть покруче будет. God of War открыл вот эту дверь, знаете, мега-графон на PlayStation 4. Странно, что никто не делал до этого такое. If
Он ему рукой кадык вырвал, да? Или кожу с горла оторвал просто. Да, они не делают. Вы поняли, что у него еще какая-то веревочка суперская, чем он цепляется? Давай, напади уже, убей его, давай. Ох ты ж, нифига себе, он прошил. Квик, это, квик килл. Не успел, надо было сразу не ждать, не думать, а просто резать. Глаз ему пробили. Stand aside, Jin. Отойди, Джин. You betrayed my family. Он предал мою семью. Run! Беги. If we fight, Mongols win. They already won. Звук почините, пожалуйста, говнари. Что, надо вовремя будет нажать или заскриптованная драка будет? Не, драка будет нормальная. Так, а чё они-то между собой дерутся? Он защищает его что-то. Смотрите, насколько это красиво просто сделано. На фоне заката, я так понимаю, да? Листва вот это опавшая. Красные листья вот эти. Они идут к нам. Это наши враги. И стрелы с огнем пускают. Смотрите, тут все в огне сейчас будет. Че, на харакири сейчас замудохает? Гост. Призрак. Цусима. Sucker Punch. Правильно делает. Sucker Punch. Аудио почините, скоты. Они вообще, да, походу, не следят за своей трансляцией на YouTube. У них там что-то ёкнуло, и, пожалуйста, нате вам. What the fuck? The oldest house is a shifting place. There are rules,
rituals, you can keep traveling deeper. Что это за хрень меняющаяся? Это какая-то диченская дичь. Монстры какие-то еще. Контроль. Игра будет называться Контроль. Круто, но аудио они так и не починили. В 2019 выйдет, окей. Аудио почините, уроды. Чё нам показывали снова это место, где сидят эти писосы, которые сломали аудио? Похоже, да, там пишут Quantum Break, очень похоже, что на этот Quantum было. Это что такое? Графика на высочайшем уровне часто. Надеюсь, вам видно, я думаю. Мы что, за мышь или за таракана играем? Прибили мышу. Я же сказал, мыши прибили. Зомби жрут шериф. Неплохо так. И пристрелил. Новый Resident Evil. Ебой. Так, все. Это Resident Evil 2, ребят. Звук, суки, почини. Господи. Resident Evil 2 ремейк, ребята. Да я даже речи потерял, вы что гоните, что вы делаете-то, а? Шерри Биркин, Клэр, Редфилд. Дизайны, Рейкон Полис. Просто зацените. Ада Вонг, первое появление. Она возвращается. Едишь за нахуй, едишь за нахуй. 25 января 2019. Титан, из которого вылезла дрянь. Предзаказ сегодня надо делать, предзаказ. Там люди сидят, не говорите, что это была правда. Вы видели? Вы нифига не видели Resident Evil 2.
какой-то мужичок сидит. Как в лужу пернул. Resident Evil 2. Подождите, дайте отойти. Остановитесь. Hey, what's up, everybody? I'm Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa, there's some action. Все остальное рядом даже не стоит. Вы чё, гоните? Одного Resident Evil достаточно, чтобы перебить все остальные эти конференции. Resident. Чем мне говорить? Чё? I'm playing it right now. Look at me. I'm a cool cucumber over here playing this cool game. Jesus Christ! Oh my God! Somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird part of the galaxy. Because this is the sci-fi based thing. Help! He's got electrocuted. Trover Saves the Universe. Trover спасает вселенную. Создатель Джастин Ройланд. Эксклюзивно для PlayStation. Господи, если Resident Evil 4 будет только на PlayStation, блин, я даже не знаю. Kingdom Hearts 3 тоже. We get to be pirates again. Yep, you always did like this world. Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Вот то в Kingdom еще будет Джек Воробей. И команда вся. На звук они, конечно, уроды. А нифига, это что ли что это? Не, это Kingdom Hearts. Будет целый уровень, посвященный пиратам Карибского моря, по всей видимости. Геймплей показывает нам нормальный такой. You back in the organization? Yes. Surprising, isn't it? Jack, don't you give this creep the time of day. Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. I'm looking for a box. Get them! Sora! Геркулес. История игрушек. Клешеня. Ну, это храброе сердцем. Отлично. Отлично. Это как она, Рапунцель, да? С волосами это. Корпорация монстров. You're following her. Maybe she's one of the 7 pure lights we need. The new 7 hearts. Now, set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store. Это говнари вот эти вот в черных плащах. Reward might be right around the corner. Hey, Axel. Hey, Axel. Hey, liking Привет. Cut your hair too. Почему, да, там пишут, почему никто до сих пор не починил аудио? Нет, они показали то, что не показали ни одни до этого Kingdom Hearts. Они показали крутой трейлер. И даже специальное издание PlayStation выйдет с Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 1.5 ремикс, Kingdom Hearts 2.5 ремикс, 2.8 финальная глава. И Kingdom Hearts 3. Все в одном пакете, только на PS4. То есть при покупке, короче, этой игры вы получите еще 2 дополнительных, там 3 дополнительных игры, что ли.
Ни хрена себе. Запела. Это новая от этого Хидео Кодзимы игра. Ребятки, это новая вместе с этим. Забыл, как этого актера зовут. Из «Ходячих мертвецов» он еще и «Святых из трущоб». Кодзима Продакшн. What's your level? I've got the extinction factor, but I think you got me beat. You can see them, right? No, but I can sense them. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. I can't help you with that. Игра Хидео Кодзима. That's all. Итак, сейчас музычка играет. Сразу. Ну, блин. С таким звуком. Это ужас просто. Death Stranding. Вот как называется. Death Stranding, да. Ну, по-моему, тут... Это что, геймплей показывает уже, да? У них там, по-моему, дети сзади вот в этих вот контейнерах там лежат. Надо носить всегда. Отнеси меня, я отнесу тебя. Если он тут собирал хрень. Дай мне свою руку в жизни. Give me your hand. Чё это с ним не так? Чё это он покрывается какие-то? What the fuck? Что это за монстры? Что за невидимые монстры? Дай мне свою руку смерти.
какой-то зонтик невидимости, что ли? Ну, имею в виду, меня это. Дай мне свою руку, плоти, воплоти. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No, they're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. У меня есть идея. Он присобачит сейчас ребенка к себе. Вот так. Чё за срань-то такая? Что за больная фантазия у Хидео Кодзимы теперь? Death Stranding. Прикольно. Хоть ни хрена не понятно, но прикольно очень даже. В главных ролях Норман Ридус, Мадс Микkelsen, Леа Сейдю и Линдси Вагнер. Дай мне свою руку в духе. Это было прикольно. Еще бы они звук поменяли бы, покажите еще раз Resident Evil 2. Будет круто. Коушибушава. Команда ниндзя. Нио 2. Нио 2. Классная, кстати, Нио 1, сложная, как Dark Souls, наверное. Нио 2, класс. Defy Death. Угу. Defy Death defies you. Так, что у нас следующее? The raft is secure, but I can't reach them over radio. Their comms must be down. What's your status? Already here. Спайдермен. Электро там что ли были, да? Let's go.
love the optimism. But in my experience, when it looks bad, it's usually worse. Электро, да. Как-то, чтобы не попасть под этот, под пропеллер. Они починили звук, нет? You okay? Yeah. Да, вроде починили звук, классно. Добро пожаловать на вечеринку. Прям. Как раз вовремя. Нифига себе, сколько он выпустил. I'll head for the main control center and see how bad the situation is. Got it. I'll go join the party. Сам пишет, как в Дэдпуле. Для тех, кто не видел Дэдпул 2, там подобное было. Да, садит. А система драк, наверное, как в Бэтмене. Новый геймплей, кстати, это классно. А еще вон, смотрите, там этот количество паутины в картридже. Сору. Рину, ёпта. У нас для тебя сюрприз. Me? Just trapped in a prison with every criminal I've put away in the last 8 years. No biggie. Скорпион. This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was busy. Тут что, это будет это Sinister Six против него? Может быть, это будет наконец-то достойная игра про Спайдермена. Camera system's almost done. I'll give you a sit rep soon. Okay, I'll keep tracking electrical. Хорошо. Отлично. На пахаре. Come on, Spider-Man. I thought this was a chase. Gotta stop this guy. Выглядит потрясающе вообще. Динамично очень. Может напомнить Infamous, если честно. По качеству Infamous может напомнить. Помните, да, такую игру Infamous? Главное, что он не цепляется больше за воздух, он цепляется за что-то, действительно, которое, вот вы видите этот объект. И стервятник сразу. Okay, I got the security cameras back online. How's it look? Well, it looks like the entire population of the raft has escaped. That makes 5 of your worst enemies that are now on the loose. For a second there, I thought you were serious. I am serious. I have to go. Some of them are heading into the city. This is nuts. Какой-то электро здесь. Не, ну тут прикольно по комиксам сделано все это дело. Поэтому. На, скотина. Угу. Квиктайм ивенты надо успевать убегать, да? Ну не квиктайм ивент, а просто вот. Электро, стой! How do you like my new suit?
Dashing. Where'd you get it? It's an exclusive club. Им всем повыдавали новые костюмы откуда-то. Это что был за парениша такая? Что это за белесый паренек? Помнишь? Good idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want Что это за хрен? Белесый. Воу. Он спину проткнул, ни хрена себе. Подожди, ты? Кто это там был? Кто там был? Что это за белесый мудак и что там это? Это было прикольно. Я скажу, это было очень даже прикольно. Да, починили звук. А, это концовка уже, да? PlayStation. Типа это все? Опять этих говнюков показывают. That was the PlayStation E3 showcase. A lot to take in. There was a ton of great worldwide studios titles. We actually got a little more to share here coming right up. We're going to have first live gameplay of Marvel's Spider-Man right here, just a couple of minutes. We have a new game to announce. We have some other stuff to talk about too. What a show. Oh my god. Да, шоу закончилось, это теперь так. Как там шоу? Все выглядело невероятно. Insane. Yeah. Did you grow up with samurai movies? Absolutely. Yeah. Ready. It's just the embodiment. I'm ready. Sucker punch. Yeah. Thank you. Meredith? Oh, Resident Evil 2. Come on, Yeah. R2. That Resident Evil looks 2. so good. I know a lot of us fans have been waiting for that one. Да, And there was like a да. moment where you're like, I'm not really sure Типа, I know what это и this is. всё? And then as soon as he turned his head, I was like, yeah. Серьезно? And you get that, Oh, that so good. RE4 style over Серьезно? the shoulder camera action. It's kind of like the ultimate dream if they were going to Это remake не Resident Evil 2. базары, That's только what I would базары, want. базары, So, базары, awesome базары. stuff. Yeah, Ryan? nice and gory. А если нажать там в эфире? Просто, я I не mean, I don't знаю, want она to make any слетела. promises, but it looks as if we were getting kind of an allusion to a lot of gameplay in there, and kind of what the character of Sam is going to be doing in this very unusual world that is inhabited by some very unusual Народ, and как scary вам? things. And people consume Написано зрителей, у меня сейчас 6 штук на Твиче, но показывает всего 3, ну да ладно. Денис, как тебе? What we're going to find out there, but yeah. Или ты там уснул, пока мы все это смотрели? Neo 2, that was a crowd pleaser. That was one that was great to see get out there. We got an update on Kingdom Hearts 3. We got a lot of other great stuff. We Где, have a new мать Remedy его, game. Red Dead And they had Redemption a 2? RA Control, really Где? stylish trailer, really looking to just, I want to learn more about that one. I mean, it just looks like wizards and Это like, I don't конец, know нет? what it was really stylish. I would expect no less from Remedy. But I got to say, I think my favorite was Marvel's Spider-Man. Spider-Man looked in. That was incredible. We have these legendary villains are back. We had Rhino, Electro, Vulture. I mean, Этот this is опять some базарит. hardcore there. Вот этот вот слева чувак больше всего базарящий. Spider-Man was not in a good space. No, it was pretty rough. It was pretty rough. So we're going to see live Господи. gameplay of that in just a minute or two here. But I say we actually
take this moment to announce a new game. What do you think? Do it. Okay, do it. So nonchalant. Hits keep coming. Yeah. So you guys know From Software. Может быть, покажете еще одну игру? They have created a lot of great games over the year. Well, they have been busy working on a PlayStation VR game. Oh, VR. And it is quite a departure. Они рассказывают о том, что посмотрели, о играх для VR, это круто. Ничего крутого на самом деле. Итак, нет, еще продолжается. Это хорошо. Смотрим дальше. Немножко водички выпить, бодриться. Aren't you excited? You're going to be a fairy. Это что такое? And live in the world where time stands still. Where nobody can see what you're up to ever again. Что это за игра-то такая? Яйти, что за магический тут дом Гарри Поттера? Design, это что такое? That's From Software's new title coming to PlayStation VR. Quite a departure, very artistic. Still don't know a ton about how it actually plays yet, but certainly a compelling debut, I would say. And speaking of compelling, let's get to that Spider-Man. It is time. We have some folks from Insomniac. Ужас. Ужас было. То, что показали нам сейчас, вообще дерасайн какой-то. Они опять возвращаются к Спайдермену. Yeah, of course. Happy to be here. And also, congratulations, kind of closing out some of the show there with. Так и не показали, кстати, когда выйдет Спайдермен. It's surreal. We've been working on it for a while, so it's nice to be here. And obviously, we showed you. People wanted villains, so we decided we'll give you a lot of villains. And now, and the next question is, can we play the open world? And Adam's gonna show off the New York City. I mean, I don't know, Sid. What do you think? Let's dive in. Yeah, what are we talking about here? Yeah. We're gonna boot up the demo here, and this is essentially one. Они говорят, то, что типа они сделали Нью-Йорк-Сити там нормально в игре. Pretty much. So I mean, if you think about, the game is. You know, a lot of people are like, last year's E3 was like, well, was that like just a linear level? No, like that was our Manhattan, that's our New York City. Да, базарят они много, как же они много базарят, черт вас возьми, почему вы так много базарите? Почему вы так много базарите? Почему Xbox показывали игры и меньше базарили, а вы базарите? Yeah, oh god. Oh, this is great. I got my own little TV. This is perfect. Yeah, I got it all. Adam's doing a fantastic job so far. It's been really good. Это что, звуки из игры? Вот кадры из игры. I do want to emphasize how beautiful this game is. Oh, thank you. So yeah, Brian, tell me a little bit about what you guys want to show us this evening. So I think, the big thing is, bumps. I think that part of the Spider-Man fantasy is to swing around New York City and not only just a great story, but have a bunch of different activities in that world, and we want to, give people Это классно, конечно, выглядит. an opportunity to experience that. So, obviously it's a big narrative-driven experience, but at the same time, part of that superhero fantasy, especially that Spider-Man experience, is living within New York City and seeing that. So, Adam is he's one of our combat pro players because he's a combat designer. Что еще? Again, he's just showing off some really awesome stuff that.
as you get better with the game, obviously, you know, we wanted to have a pick up a play feel, but at the same time, Нифига себе, они have the сносят. level of mastery Половину and to здоровья really, снес своей show off выстрелами. the improvisation that we've really been talking about a lot since we announced the game. I'm digging this, like sticking dudes to walls and to the floor and stuff. That looks Ну, really графика fun. хорошая, кстати говоря, здесь. The thing that's been really fun in these last, you know, I would say last 6 months since we got back from the holiday break was every week I feel like I'll take the game home or I'll be playing one night and then I'll come in and say, wow, guys, I didn't know you could do that. So I think there's a lot of that, there's that sandbox nature to it as well. Может, все-таки покажут что-нибудь еще интересное? Геймплей Resident Evil 2. You know, his acrobatics, his webs, his gadgets, his suit powers. So combining all that stuff really allows for a lot of different gameplay and a lot of, you know, Spider-Man's a very expressive character. We want players to be able to express that, whether it's in traversal or in combat. It's gorgeous. These animations, these animations are just blowing my mind. Your studio has kind of been renowned for character animation and for, you know, just fluid motion. I mean, Нифига себе он упал. a lot of lessons from your previous games and really like hone in on those when you were developing. I mean, I think animation's definitely been one of the hallmarks of our company. You know, from Spyro to Rusher Ratchet to Hogan. Sunset Overdrive. And I mean, you know, I remember when Какие-то коллектаблы собирают, значит. It would be great to see Insomniac make a Spider-Man game, and I was like, see, we should make it. Ну, выглядит это потрясно. Exactly, we took that kind of mentality and we just injected our personality, but also, you know, what do people want, desire from a Spider-Man experience. So, you know, it was really great as I remember, probably around the end of the year, end of last year, someone wrote an article about the top things they want to see in Spider-Man, and they said they want to feel like an Insomniac game. So I think that's the thing we've been really layering on in this last year is to have that, it feels like an Insomniac game as much as it does a Spider-Man game. And I love this traversal, I mean, just the fluidity of just moving over great dicenses very quickly. It looks like a lot of fun just moving around. Тут с пистолета больше урона наносит, чем с автомата. So you know how I kind of said like experimenting? Да, Человек-паук уже не убивает, а чувака скинул. Ой. You know, we're in meetings a lot, and then sometimes you just need to like take a break. And what I used to find myself doing was just Детишь твою пострелял всех. like therapeutic. It's just kind of like when I play other games, I just walking or running or even taking a car. It feels so more natural now just to swing around like Spider-Man. So it's definitely one of those things that has that, again, just like combat, that pick and play feel, but we want players to. Чё это там? Поставил какую-то хрень? А, нифига себе. What was that? Hold on a second. That's very interesting what you're saying there. So like I said, so Adam showed off, I think he showed off the tripwire. It's basically a gadget that you can either attach to a piece of geometry and the enemies walk by, they'll get like grabbed and sucked back. But you can also Мочилово чисто волна-3, надо всех отминать. enemy walks by, they kind of slam into each other. That is amazing. This is so cool. What's this focus meter about? Yeah, so the focus meters basically there's kind of a risk reward. Рассказывает о фокус-метрах, ну, обо всех таких деталях игровых. Ну, понятно, чем больше вы, короче, делаете этих, скажите мне, it's a risk reward, like I said, you can either heal yourself or you can kind of if you fill up the bar a certain way, you can actually. Чем больше вы делаете комбо, тем у вас быстрее заполняется вот этот фокус-бар, чтобы делать какие-то крутые мувы, движения, там супер-удары, возможно. Got it. Brian, a question Итак, что он там, бомбу, которая его... With his experience being under the mask for so many years now, Yep, in your story, Спам. You got to be precise. I got it. One of the first questions I get is Нифига себе, сейчас жизни еще не будет у него. After we decided that the webs were definitely attached to the buildings, we decided it's not going to be an origin story. But you know, back to the combat. I mean, Spidey's Но оглушение выглядит неплохо, кстати. different techniques and technologies. How do you balance out his experience with the fact that you don't want to overwhelm a player? По башке раз, по башке два. Правильно, еще по башке. Our combat team, our traversal team, like this guy right here, like Adam, and really going, okay, you know, kind of handing that stuff Его out опять, да что ж, кто играет в эту игру? А почему не может ничего сделать? We're going to teach you how to punch and how to kick and how to punch guys up in the air and use your webs. But then we layer on things like gadgets and then the suits and the powers. It's kind Завершил Мочилова. You know, one thing with something like E3, you know, we want you to feel great, right? Фиск, But there's a хайдаут. lot to learn really quickly. So we just, you know, normal course development, we kind of find those spots in the game. Они что, сделали перерыв для перекура, я не пойму, или закончили уже все? Yeah, absolutely. Sid, what do you think?
Повесил всех так нормально, да, разговорчиками. Spectacular to begin with, but this is on a totally different level, and I can just see that. So much. I can see that polish, though. That's the thing, and that's what comes out in that final few months of development. Yeah, I mean, if you guys watched the press conference, right? Sure. You saw all those games, those first-party games, and they all have a level of polish. And to be in a press conference with the likes of a Naughty Dog, a Sucker Punch, Kojima Productions, just we are very honored to be, and we know there's a certain level of polish that people expect from a PlayStation game, especially a first-party game. So we want to be considered right up there. Well, and not to mention also. Что-то сказали про русских, то что в России PlayStation очень популярна, и Человек-паук тоже очень популярен, они хотят сделать все максимально типа круто. Но я только не понял, что именно перевод полный они хотят сделать для русских или что. I'm known as a crier, so Фига себе, да, сломал он, конечно. Нет, что просто с ноги ударить, нет. А это бомбы, надо, это он бомбы разминирует тогда. To be part of it is one thing, but to work on something you truly love is something that when you were a little kid thinking, oh my god, И последняя бомба осталась. Let alone be in video games, is just absolutely surreal. I use that word a lot when I describe working on this game, and to work with a group like Sony and work with Marvel, and that feeling is felt by so many Insomniacs, so we couldn't be prouder, and the support we've gotten. Ну вот так вот выглядит будет обычная игра, то есть бегаешь, выполняешь какие-то миссии. Напоминает еще, знаете, что прототип был похожий. Вот если будет управление по стенам лазить, вот это как в прототипе, это будет круто, потому что то, как было в Web of Shadows, по-моему, или нет, не Web of Shadows, до этого, было неудобно, вообще неудобно. Спасибо, что пришли, все рассказали, все показали нам. Спайдермен разрушает, просто разрушил мне мой мозг. But you know, Sid, actually, I think a little earlier we were able to maybe get some footage of some of the amazing experiential stuff that's going on with Spider-Man. Right? I mean, there really is something incredible going on here at this PlayStation E3 showcase. I mean, it's on a scale and a scope that we have just never seen before, and so we have people playing the game. We have a lot of hands-on sessions for folks that are here for the showcase. And the game looks great, but I just love the way this whole. Oh, I know her. Да, покажите мне здесь хоть одного маленького мальчика. That's right. But I mean, it's a great event here, and it's just I wish we could get everybody in here to try this out and to just see what has been sort of constructed. Ништяк, ништяк. And with actually another game we're about to talk about. Yeah, we're about to talk about Ghost of Tsushima. Why don't you? Yeah, Ghost of Tsushima. Yeah. We have some. We sneakily snuck on a few amazing people onto our program as a helicopter goes by to mark this amazing moment. Nate Fox and Jason Connell to my left and Nate Fox. Gentlemen, welcome. Thank you so much. Фокса пришли, что они тоже показывать будут. It's really good for you to be here, and I'm so glad you're able to give us some of your time. Yeah. Can I just ask, kind of what we were just talking about with the team from Insomniac? What's it like for you as individuals? Я не понимаю, это уже конец. Людей просто еще дофига смотрят трансляцию, больше, чем в начале было. It's amazing. I mean, you try so hard to make a video game that you can get lost in, and then to come to E3 where they actually build your game. It's kind of a dream come true. Sucker Punch production. Oh man, it's amazing. You know, people are excited. You see all the other projects, and everybody's just stoked about all the different games that are up there, and you know, we put a lot of heart and soul into it. Ну, so тоже из Sucker Punch. Where it shows it is just great. I think we should show it because we have some of the footage. I think we do have a little bit of footage hanging around here, so let's check it out. If we can absolutely. Hanging around. Покажут нам несколько футажей из их игры новой. But yeah, I mean, this game, first of all, just gorgeous. Sony Interactive представляет, ну да. Coming through in an incredible way, but also the technical sophistication as well. I mean, we're going to see here in a minute. Here we go. Ну вот эта вот игра. We have some highlights from the showcase just shown off for the first time. Ко мне какая-то зараза прилетела с балкона, прям вообще мерзкая. Летающая. Мы же это видели все уже. And maybe I don't know Nate or Jason who wants to take this, but it seems like in these moments of gameplay, there's small vignettes of like a classic samurai film. Да, мы это же видели все. Зачем нам это показывать снова? The visuals, the music, all the cues seem to align in harmony. I mean, that must all be very intentional. I can only assume.
It is an orchestra. You know, like you got to take all these elements, and for even that opening attack, that EI attack, it's about building space before it, having the leads go by, the drum up of music beforehand, and that's what makes it really powerful. How do you coordinate all those systems? Like, we run in strike teams. Ну все это мы видели уже, что нам снова показывают это. Yeah, but I mean. Уже все люди засыпают, там показывают, ну хватит уже. Покажите Resident Evil 2 и все. Key to the genre, so just trying to make it real in a video game is our goal. And I know that authenticity is something Базар это столько, вот это вот, мне не нравится этот базар, вот эта вода, блин. Share a little bit about some of the steps, the great steps that your team went through creating that. Yeah, I feel like we're in Ну давай, проткни его. Because we're part of Sony, we have J Studio, we have somebody that would be a producer on our project from J Studio. We hired some cultural guides. Like I feel like we're in this unique position to help us create this thing. Oh, the Joji screen, that one's a popular one. Вот это вот красивая драка была. Sorry to interrupt. No, that's interrupt worthy right there. Okay, so can we talk a little bit maybe about how you're approaching the sword play? I think that's a really interesting concept here. Like, you don't have to get too far into it. I know the game's still deep in development, but tell us a little bit about that. Well, we're going for lethal precision, where there's not a lot of wasted energy. Так, ну что, будем заканчивать, наверное, тогда, если все это уже все закончилось. Уже и отдыхать пора, я не знаю, они все и показывают это, мы все это видели уже, давайте, ребята, вы не будете нам показывать это. Графика потрясающая просто. По ходу дела теперь все новые игры, AAA проекты, будут такие же, как God of War, в техническом содержании, конечно же, я имею в виду. То есть они не будут уступать графически и технически God of War, потому что God of War, я уже говорил ранее, просто открыл дорогу вот настолько технологично продвинутым играм. I mean, it's so great to have you guys here. We do have a few more things to get to, Ghost right? of Thank you guys. Thank you for being a part of tonight. Спасибо за то, что приходили. Should we look at some of that stuff? Yeah, so there's a whole experience here built out for folks who are here at the PlayStation E3 showcase, and we're gonna get a little footage out here. Oh, here we go. There we go. Look at this. So this was. А вот и все люди, которые выходят. I know some of these people. This is the period of time when. Будет ВЛГ. ВЛГ там должен был быть. A little bit of time for folks to walk from one part of the experience to the next. So you're seeing shots of that right now. Very just special, intimate, and beautiful experience gorgeous. for folks to walk through there. Again, I wish we could just open the doors for 10 million people to come in here and just kind of get this all up close and personal. 10 million people might be a little more than this venue can handle. That's right. The fire marshal may have an issue or two with that, but it really is something else. And hopefully these clips here give you a little bit of a taste of what was in store here tonight at the PlayStation E3 showcase. And Sid, we sneakily got a few more folks in here to join us for our program. Again, I know. And я напомню, подписывайтесь на канал. Будет еще Nintendo у нас завтра. Снова вернулись. Так, шоу закончилось уже, я так понял, они будут снова разбазаривать. Сейчас сами это уберем, нам это базары нафиг. До одного места. Так, значит, я сейчас расскажу вам, как все будет выглядеть. Это далее у нас, я имею в виду, как будет выглядеть у нас следующая трансляция. Я еще посмотрю, что с Ютубом там, почему мне запретили прямые трансляции на Ютубе из-за Ubisoft. Из-за того, что там на Ubisoft показали. Сейчас посмотрю. Секундочку, народ. Подписывайтесь на каналчики-то. Угу. Так, они там еще болтают. Ничего особенного мы там не видим. Ничего интересного пока там не происходит, если что. Так, значит, следующая трансляция у нас будет сегодня вечером. Это будет последняя трансляция.
В 8 вечера Nintendo. Я постараюсь, чтобы все было нормально. Ну, а с вами был Майерс. Всем спокойной ночи. Я пошел отдыхать. Всем удачи.